Приказ Путина исполнен. Чудовищный удар по Украине и настоящий ад в Киеве. Игры кончились. Военный ответ НАТО. Запад будет сбивать самолеты РФ. Стрельба у Белого дома. Открыт огонь на поражение. Трамп предал ближайшего союзника. Столкновение в центре столицы. Требование срочной отставки президента. Силовики получили жесткий ответ. Об этих и других самых главных событиях воскресного вечера 24 мая. Факты, которые имеют значение. В эфире «Нехта», крупнейший русскоязычный новостной канал на YouTube. Я Алексей Бурлаков. Поехали. Ужасная ночь в Украине. Россия ударила по столице баллистикой и дронами. Жители слышали десятки мощных взрывов. Попадания и падения обломков зафиксированы сразу в нескольких районах. Горели жилые многоэтажки, частные дома, школа, бизнес-центр, рынок и супермаркет. Несколько сот ракет сегодня ночью атаковали наш город. Это комбинированная атака, это баллистика, крылатые ракеты, дроны, прилеты в разных районах нашего города. Сейчас есть 47 локаций. Город уже открыл оперативные штабы на всех местах ударов. Там будут фиксировать повреждения и принимать заявки на компенсацию. Кличко заявил, что Киев берет на себя обязательства по восстановлению домов и помощи пострадавшим. Но самое ужасное – это жилые этажи в огне, разбитые квартиры, дети в больницах. Россия снова била не по военным объектам, а по городу, который спал. Всего по Украине в эту ночь летели 690 дронов и ракет с разных направлений. Кроме того, не только Киев минувшей ночью пострадал. Накануне президент Украины говорил о сообщениях разведок, что РФ собирается нанести такой комбинированный удар с использованием орешника. Спикер украинских воздушных сил заявляет, что как раз по Белой церкви оккупанты и ударили пресловутым орешником. В Никополе среди десятков раненых грудной ребенок, в Черкасах дрон прилетел в многоэтажку. Путин уже и слово «ура» нормально произнести не может, шамкает, а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. 3 российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой орешник против Белой церкви, ну реально неадекваты. Видео, о котором говорит Зеленский, где Путин не смог выговорить «Ура!», сначала появилось в интернет, а потом его быстро убрали с официальных ресурсов. Но интернет все помнит. Ура! 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 НАТО пора перестать играть с Кремлем и начать сбивать самолеты. Россия годами проверяет альянс на слабость дронами, провокациями, нарушениями воздушного пространства, гибридными атаками. И каждый раз смотрит, где НАТО снова промолчит. Чешский президент говорит, пора показывать зубы, не обязательно сразу бить ракетами. Можно сделать очень много других прекрасных и действенных ходов. А если российский самолет или дрон снова полезет в небо НАТО, сбивать. Россия, к сожалению, не понимает вежливого языка. В основном она понимает язык силы, желательно подкрепленный действиями. Если нарушение воздушного пространства НАТО продолжится, нам пришлось бы принять решение сбивать. Например, отключение интернета или спутников. Или отключение российских банков от финансовой системы. В их доктрине есть положение «эскалация ради деэскалации». Я думаю, что все, что мы им позволим, они будут пробовать все дальше и дальше. Когда Павел спрашивал российских военных, зачем они устраивают опасные провокации, ответ был короткий. Потому что можем. Вот именно это «можем» он и предлагает закончить. Кремль понимает некрасивые заявления, а их цену. И если ее не поднять сейчас, Россия просто пойдет дальше. Стрельба у президентской резиденции. Неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту возле комплекса Белого дома и открыл огонь по офицерам секретной службы. Агенты ответили выстрелами, нападавшего ранили, позже он умер в больнице. В перестрелке тяжело пострадал случайный прохожий. Сейчас он в критическом состоянии. Пока неизвестно, чья именно пуля в него попала, стрелка или ответного огня. Сотрудники секретной службы не пострадали. Трамп в момент инцидента находился в резиденции, с ним все в порядке. Белый дом сразу закрыли на локдаун, журналистов с Северной Лужайки срочно увели в пресс-центр, вооруженные агенты перекрыли территорию. Режим сняли примерно через 45 минут. ФБР уже подключилось к расследованию. Кэш Патель обещал раскрыть детали. Кто был этот человек, почему он пришел стрелять к Белому дому и были ли у него сообщники. Все это как можно быстрее.
Боевые корабли входят в Карибское море. Необычное военное учение провели над фактически захваченной столицей американские вооруженные силы. Над Каракасом появились два самолета, которые приземлились возле американского посольства. Одновременно корабли США вошли в территориальные воды Венесуэлы. Все объясняют тренировкой, эвакуацией на случай медпомощи или стихийного бедствия. На одном из самолетов в Каракас прибыл командующий Южным командованием США Фрэнсис Донован. Он встретился с представителями Временного правительства Венесуэлы. Американское посольство заявило, что США остаются привержены плану Трампа по стабилизации ситуации в Венесуэле. После операции 3 января, когда американский спецназ захватил Николаса Мадуро, страна фактически сменила политическую орбиту. Пролив начинает осторожно оживать, но суда идут как в серой зоне. Первый СПГ-танкер прошел через Ормуз и направляется к западному побережью Индии с грузом сжиженного газа. Но странная деталь, о которой пишет Bloomberg: судно шло с выключенным транспондером. Сигнал танкер перестал подавать еще 19 апреля у входа в Ормуз. Позже спутниковые снимки и данные мониторов показали, что он загрузился на терминале на острове Дас в Персидском заливе. Во время загрузки и прохождения опасного участка судно не раскрывало свое местоположение. Такая тактика уже стала нормой для части танкеров. Похожим образом грузы уходили в Японию и Китай. Для Индии это важный, но пока очень хрупкий сигнал. До войны больше половины СПГ она получала из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, но из-за кризиса в Ормузе поставки почти остановились. Пришлось дороже закупать газ на спотовом рынке и ограничивать снабжение отдельных отраслей. Теперь маршрут понемногу открывается, но объемы все еще ниже довоенных. Трамп снова показал союзникам, что особые отношения заканчиваются там, где начинается его собственная выгода. По данным New York Times, администрация США фактически отстранила Израиль от переговоров с Ираном после того, как прогнозы Нетаньяху о войне оказались слишком оптимистичными. Перед ударами Нетаньяху якобы убеждал Трампа, что совместная кампания США и Израиля может привести к падению режима в Тегеране. Но режим не пал. Иран сохранил значительную часть ракетного потенциала. Ядерная инфраструктура, по оценкам, не уничтожена полностью, а война превратилась не в быструю победу, а в опасное болото. Теперь Вашингтон ведет переговоры о перемирии без полноценного участия Израиля. По данным New York Times, израильтянам приходится узнавать детали через региональных дипломатов, собственные каналы и разведку. Для Нетаньяху это болезненный удар. Он годами продавал себя как политика с прямым доступом к Трампу, человека, который может влиять на Белый дом. А теперь выясняется, что Трамп может взять израильскую войну, использовать ее как рычаг, а потом убрать Израиль из комнаты, где решают финальные условия. Столкновение в центре столицы. Сербия снова вышла на улицы, и Белград превратился в поле противостояния. Десятки тысяч людей собрались на площади Славия, требуя досрочных выборов и отставки Александра Вучича. Протестующие шли с плакатами «Ваши руки в крови» и «Студенты побеждают». По оценке полиции, их было около 34 тысяч. Независимые наблюдатели говорят уже о сотне тысяч. Ситуация вышла из-под контроля у мэрии, здания администрации президента и парка, где с прошлого года стоят сторонники Вучича. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ответ протестующие поджигали мусорные баки. Задержаны 23 человека, несколько полицейских получили ранения. Прежде всего нужно добиться реальных и справедливых выборов, чтобы не было ни воровства, ни подтасовок. Я не говорю, что этим занимается только нынешняя власть. Воруют уже 100 лет, и я больше не могу мириться с тем, что кто-то бесконечно ворует у других. Мы должны этому помешать. Эти молодые люди настоящие, и мы все должны быть на их стороне, чтобы ситуация, наконец, сдвинулась с мертвой точки. 1 ноября 2024 года в Нови-Саде обрушилась крыша железнодорожного вокзала, погибли 15 человек. Для оппозиции и студентов это стало символом системы, где коррупция убивает буквально. И теперь протест уже не только о вокзале, это вопрос доверия к власти, усталости от Вучича и ощущения, что Сербия зашла в политический тупик, из которого люди пытаются выбить выход улицей.
Масштабный схрон с боеприпасами для артиллерии. Кто и к чему готовился, наверное, мы так и не узнаем. В лесу на севере Берлина прохожий заметил подозрительный предмет и вызвал полицию. Когда на место прибыли специалисты, выяснилось, что в земле закопаны 59 не разорвавшихся советских снарядов калибра 122 мм. Общий вес находки около 1,5 тонн. Угрозы для жителей, по данным полиции, не было. Но операция все равно потребовала осторожности. Каждый снаряд отдельно зафиксировали, подготовили к транспортировке и безопасной утилизации. Берлинская полиция даже пошутила, что в лесах Панкова оказалось нечто большее, чем просто древесина. Большая европейская драма в Каннах. «Минотавр» Андрея Звягинцева получил гран-при Каннского кинофестиваля. И для Латвии это отдельная история, потому что фильм снимали в Риге. То есть одна из главных наград Канн в этом году досталась не просто российскому режиссеру в изгнании, а проекту, который создавался уже вне российской системы и во многом в европейском контексте. На сцене Звягинцев обратился к Путину с призывом завершить войну против Украины. Сделал это очень уважительно, чтобы не обидеть, видимо. Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Фильм российского режиссера, снятый в Риге, получает одну из главных наград Европы, а сам автор говорит о войне, которую развязала Россия, и, называя диктатора президентом, просит ее остановить. Как вы относитесь к такому? Пишите в комментарии. А у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся с вами уже утром.